33 года назад маленький мальчик по имени Джейкоб Ватеринг был застрелен одним абсолютно неадекватным человеком. Бедный, испуганный мальчик, который абсолютно был ни в чем не виноват. Сейчас мы расскажем вам данную историю, но перед этим обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и еще нажмите на колокольчик. Ну, а мы начинаем. У Джейкоба Эрвина Ватеринга, родившегося 17 февраля 1978 года в Лонг-Прерри, штат Миннесота, было прекрасное детство, прежде чем его очаровательная юная жизнь угасла навсегда. Джейкоб и его младший брат Тревор имели полную свободу действий, чтобы бродить на свежем воздухе и кататься на велосипедах, как большинство детей их поколения. 22 октября 1989 года все изменилось. Джейкоб позвонил своей маме в 9 часов вечера и спросил, могут ли они с братом поехать в видеомагазин. Поскольку на улице уже стемнело и мальчикам придется оставить свою младшую сестру Кармен одну, она отказалась. Затем находчивые дети позвонили отцу. Они заверили его, что будут носить светоотражающие жилеты и пользоваться фонариками во время велосипедной поездки в магазин длиной в милю. Что касается Кармен, то они заставят свою 14-летнюю соседку присмотреть за ней. Отец согласился, поэтому братья Ватеринг и их друг Аарон отправились в путь. Взяв на прокат видеокассету, трио село на велосипеды и поехало обратно. Джейкобу было всего лишь 11 лет. Он любил играть, веселиться, ходить, как и все остальные подростки, в школу. Он понятия не имел, что это будет последний радостный опыт в его жизни. На обратном пути к компании ребят подбежал странный человек с маской на голове. Достав пистолет, он задал вопрос, сколько кому лет. После чего в агрессивной манере приказал двум мальчикам бежать в лес и не оглядываться. Как вы уже догадались, именно Джейкоба он оставил. Остальные же дети, как только оказались дома, сообщили своим родителям о том, что произошло. Мгновенно была поднята тревога во всей округе. Начались организовываться поиски, были подключены различные силы, но ребенок пропал бесследно. Как стало известно, мальчик оказался в машине у похитителя. Убийца, которого звали Генрих, заставил мальчика спрятаться под сиденьем и прислушался к полицейскому сканеру, в котором сообщалось, что в округе произошло похищение. Теперь он отвез его к гравийному карьеру и оттуда проводил его до рощи. Именно в роще он снял с Джейкоба наручники, одежду и начал к нему приставать. Джейкоб начал молить о том, чтобы его отпустили домой, но Генрих сказал ему, что не может этого сделать, после чего мальчик заплакал еще сильнее, чем до этого. Слезы и крики Джейкоба вызвали панику у убийцы. Он сказал мальчику, чтобы тот отвернулся, поскольку ему захотелось в туалет. Как только мальчик отвернулся, мужчина поднес свой револьвер к его голове и выстрелил. Как я ранее сказал, первым делом были извещены родители, затем офицеры, которые прибыли на место похищения 6 минут спустя и начали поиски Джейкоба. Поиск проходил как на земле, так и с воздуха на вертолете. К несчастью, ни одного признака жизни мальчика, несмотря на весь оптимизм шерифа округа Стернса Джона, не было найдено. Шериф и офицеры думали, что это займет всего пару часов времени, и мальчик будет найден, но, к сожалению, этого не произошло. Прошло 2 месяца, и к поискам были подключены силы ФБР и Национальная гвардия. Жители основали центр друзей Джейкоба Ватеринга и получили 1000 заявок на помощь в рассылке листовок для повышения осведомленности. ФБР удалось даже допросить самого Генриха 16 декабря 1989 года, но его освободили без предъявления обвинений после взятия образца ДНК. Так прошли десятилетия без арестов за преступления, пока в дело не вмешалась Джой Байкер. На тот момент, когда пропал Джейкоб, Джой было 22 года. Она лично заинтересовалась этим вопросом, увидев по телевизору убитых горем родителей Ватеринг, поэтому начала расследование. Ей не потребовалось много времени, чтобы сосредоточиться на деле Джареда Шайерла. Джареду было 12 лет, когда 13 января 1989 года его похитили и домогался мужчина в маске. Подозреваемый угрожал ему пистолетом и велел бежать, не оглядываясь, иначе его застрелят. Поскольку это произошло в пределах 10 миль от места похищения Ватеринга, Байкер
предполагала, что эти случаи связаны между собой. Работа Байкер набрала обороты в 2014 году. После возобновления своих усилий власти обнаружили, что ранее неопознанная ДНК с места преступления Джареда совпадала с ДНК Генриха. К несчастью для Джареда, срок давности истек. Переломным моментом стал 2015 год, когда в июле месяце полиция получила ордер на обыск жилища Генриха и тут же надела на него наручники за хранение детской порнографии. Столкнувшись с 25 федеральными обвинениями, он принял соглашение о признании вины и признался в убийстве Ватеринга. Он доказал свою причастность ведущим следователям к месту захоронения 31 августа 2016 года. Останки мальчика были вывезены с пастбища примерно в 30 милях от его дома и подтверждены стоматологами. Генрих дал показания о преступлении и признался в том, что надел на ребенка наручники, отвез его в гравийный карьер и приставал к нему, прежде чем застрелить его и похоронить там. Год спустя, когда он проезжал мимо этого места, он заметил торчащую из могилы красную куртку Джейкоба. Он вернулся позже и перенес останки на ближайшую ферму. Генрих также сказал, что он изнасиловал 12-летнего Джареда Шайерла за 9 месяцев до исчезновения Джейкоба. Но в этом случае Джаред выжил. Генриху дали 20 лет заключения в колонии за хранение детской порнографии. Он так и не был осужден за то, что убил Джейкоба. Как вы поняли, позитивного тут мало. Единственное, что можно выделить, это то, что был создан ресурсный центр Джейкоба Ватеринга и группа защиты интересов детей. В 1994 году был принят федеральный закон Джейкоба Ватеринга. Это был первый закон в истории Америки, предписавший каждому штату вести реестр сексуальных преступников. Что касается фонда его родителей, то его целью является информировать общественность о том, кто забирает детей, как они это делают и что каждый из нас может сделать, чтобы остановить это. 53-летний Дэнни Генрих не был осужден за убийство мальчика, поскольку предложил свои условия сделки и признание в хранении порнографии. Сделка заключалась в том, чтобы показать, где находятся останки ребенка, чтобы родители могли похоронить его по-человечески. Данная история учит тому, как важно быть внимательным к своим детям. В 1989 году в городке было около 3000 жителей, которые доверяли друг другу и даже не закрывали свои дома, зная, что никто не потревожит их сон. Но, увы, их доверие к друг другу привело к ужасным последствиям. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подписывайтесь на наши YouTube и Telegram каналы, поставьте лайк и не забывайте, что любая тайна рано или поздно становится явной. Пока.